Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Совсем недавно студия Fantastic, она же ответственна за The Day Before, попыталась вернуться на видеоигровой рынок. Команда объявила о начале Kickstarter-кампании их новой игры — клона Fall Guys в лице кооперативного платформера Escape Factory. Ребята хотели получить всего $20 тысяч, потом решили, что и 15 тысяч будет вполне достаточно, но и их не собрали. Самые-самые преданные 50 фанатов перевели чуть больше 2 штук. Этого на игру не хватило. Сбор средств был отменен, но тут Fantastic совершила фантастический маневр. Поняли? Взяла и объявила о создании еще одной игры. Проект называется Items, собирается быть экшен-хоррором, и от игры пока готово, видимо, всего 2 модельки без текстур. Звучит надежно. Задонатить скоро можно будет, разумеется, на Kickstarter. На днях появился неприятный слух, что команду создателей Prince of Persia: The Lost Crown расформировали. История странная, поскольку игра вполне себе неплохая, и фанаты Metroidvania, возможно, хотели бы увидеть продолжение от тех же авторов. А теперь эти авторы будут... Что будут, кстати? На этот вопрос есть несколько ответов. Сначала на связь вышел продюсер The Lost Crown Абдельхак Эльгес. Он сообщил, что часть ответственных за Metroidvania людей завершает контентную поддержку игры, а большая часть разработчиков перешла на другие проекты в Ubisoft, которым знания специалистов пойдут на пользу. Так он сказал. Потом на связь вышел наш Том, инсайдер всей индустрии Хендерсон. Он выдал, что, оказывается, не все так плохо. Этими другими проектами в Ubisoft оказались Beyond Good and Evil 2, следующая Tom Clancy's Ghost Recon и, внезапно, ремейк Rayman. Планы на игру у издателя серьезные. Даже Мишеля Анселя, создателя серии, на проект пригласили в качестве консультанта. Потом подоспел 3-й комментарий по поводу разрабов The Lost Crown, уже от самой Ubisoft. Она подтвердила, что Ubisoft Монпелье и Ubisoft Милан начали фазу исследования бренда Rayman. Они уже сами забыли, видимо, что это за серия такая, надо заново изучать. Проект пока на ранней стадии, а к Анселю действительно обращаются за советом. Точное название должности геймдизайнера в Ubisoft называть не стали. Судя по дополнительным инсайдам от Хендерсона, расформирование команды произошло по очень простой причине. Их детище просто плохо купили. Плохо, по мнению издателя, конечно. Так-то там тираж 1 000 000 копий, что для жанра весьма недурно. Впрочем, если навыки этих ребят пойдут в серию Rayman, я тоже не против. Одним солнечным утром Bethesda проснулась и решила, что все, пора организовать собственный праздник, чтобы с ежегодной презентацией еще какой-нибудь, и чтобы все фанаты игр компании ждали с нетерпением этот день, маркером помечая его в своих бумажных календариках. Даже название придумали — Fallout Day. Он теперь 23 октября отмечается. Запишите. Вот вчера первый раз и отметили. Но придумать день Fallout и провести презентацию мало. Надо было еще и что-то интересное там показать. Тут авторы просчитались. Во время эфира все уснули. На дне Fallout организаторы не показали какой-нибудь ремейк Fallout 3, не тизернули сиквел, даже не анонсировали спин-офф про минитменов. Вместо этого на, еще раз, дне Fallout зрители получили дорожную карту обновлений для Fallout 76 и набор персонажей в Fallout Shelter. Все, не обляпайтесь. Подробности патчей лежат у нас в заметке на сайте, но в целом стандартные для лайв-сервиса новости. В игру зашли уже все, включая твою собаку, будут скидки, организуют бесплатные выходные, навалят данжей, дадут поиграть за гуля и так далее. Других дней Fallout у меня для вас нет. Недавно пользователь Reddit под ником FabulousAbracoma41 начал очень уверенно заявлять, что разработка ожидаемой The Wolf Among Us 2 отменена. Разумеется, проверив все источники, проанализировав обстановку и уточнив всю возможную информацию, интернет-публика тупо поверила рандомному чуваку из интернета и понеслась разносить информацию. Нет, человек из интернета же не может обманывать. Как выяснилось, иногда может
Сама Telltale решила внести ясность в ситуацию и опровергла зарождающиеся слухи об отмене разработки The Wolf Among Us 2. Работа над игрой продолжается, правда, сроки выхода проекта не прояснены. Вот их сообщение. Не в наших правилах комментировать слухи и обсуждения на Reddit, но спешим вас заверить, что разработка The Wolf Among Us 2 продолжается. Мы будем рады поделиться подробностями с фанатами Telltale и нашим комьюнити, когда придет время. The Wolf Among Us 2 планирует выпустить на ПК, PlayStation и Xbox. Игра будет выходить эпизодами как оригинал. При этом, по текущим данным, каким-то образом собирается начать это делать в 2024 году. Ребята, хотите подскажу, как погонять в Monster Hunter Wilds на халяву? Да на открытой бете, что там подсказывает-то? Вчера продюсер игры Рёдзо Цуджимото провел презентацию Monster Hunter Wilds. Там показали новый геймплейный трейлер и анонсировали открытое бета-тестирование. На ПК, PlayStation 5 и Xbox Series серваки откроют 1 ноября в 6 утра по Москве, а выключат их 4 числа в аналогичное время. Подписчиков PlayStation Plus ждет приятная плюшка. Их пустят на сервер пораньше, 29 октября. В рамках тестирования можно будет опробовать основные механики, пройти небольшую часть контента с кроссплатформенным кооперативом и создать своего героя. Персонажа впоследствии позволят перенести в релизную версию. Еще на той же презентации показали красивенький геймпад и сменные панели для PS5. Фанаты МХ, оценивайте стиль в комментах. Monster Hunter Wilds выйдет 28 февраля 2025 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с полной русской локализацией. Фэнтезийная песочница со звучным названием Towers of Aghasba от студии Dreamlit Games запустится в Steam 19 ноября. События развернутся на сказочном острове Агасба. Таинственная сила, известная как Увядание, разорила страну и вынудила народ Шиму покинуть родину. Вы, как младший архитектор, должны восстановить заброшенные деревни и экосистемы. Вам предстоит возводить и украшать поселения, которые постепенно будут наполняться жителями. Кроме того, нужно выращивать флору и подкармливать животных. Земли, тронутые увяданием, кишат опасными тварями. Перед вылазками из дома создавайте оружие, доспехи и эликсиры. Разумеется, будет кооп. Стримеры, готовьте 20 баксов и залетайте в ранний доступ. Bohemia Interactive — чешская студия, которую знают прежде всего по военным симуляторам Arma и выживачу DayZ. Команда решила повыпендриваться, а почему бы и нет, и сообщила, что суммарный тираж игр компании в Steam перевалил за 47 миллионов экземпляров. Но все мы понимаем, что самое успешное время компании было в день запуска Arma 2. Тогда в Steam продали аж 174 копии. Ладно, если без шуток, поздравляю, 47 миллионов — это очень достойно. Можете и вы поздравить команду в комментах на нашем сайте, они точно прочитают. А после отправиться смотреть мой обзор JRPG, Метафор, Рефантазио. Авторы Persona что, зря игру делали? Не обделяйте их вниманием. Не забудьте про лайк и хорошего вам четверга. Пока!